Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Судьба находит выход. Пасьянс, Таро расклад. События до конца января 2025 года. И у нас сегодня две колоды карт. Первая – это карты пасьянса, которые у меня уже очень много лет, несколько десятилетий. Мне когда-то их подарила мама. Они достаточно хорошо сохранились, и они больше описывают событийный ряд. Вот рандомная выдача вот этих маленьких значений, никогда не знаешь, что совпадет. И вторая колода – это у нас Таро. И мы дополним карты пасьянса нашим где-то со стороны нашего восприятия. Каковы энергии мы узнаем месяца до конца вот именно января. И у нас вторая половина января может быть связана с теми вопросами, которые долгое время словно стояли либо на паузе, либо мы с чем-то не могли разобраться, или была какая-то запутанная ситуация, либо мы ее сами проясним, и это будет как эврика. Также это может быть связано с тем, что пусть мы даже сами не планировали никаких перемен, но происходят некоторые метаморфозы в окружении в нашем или в окружающем мире, и мы себя должны тоже адаптировать к какой-то ситуации или обстоятельствам и организовать свою жизнь по-новому. Давайте мы посмотрим, что нам скажут карты пасьянса. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, наверное, в этом плюс всех прогнозов, что когда мы их смотрим или слушаем, невольно перекладываем на свою жизненную ситуацию и допустить иррациональное или то, что для нас, может быть, и кажется, что этого не будет никогда. Вторая половина января как раз может опровергнуть все эти догмы или где-то перевернуть наше представление о том, что допустимо и недопустимо. Правда, мы можем получить некоторые новости. Итак, что это может быть? Судьба находит выход, кто знает. Может быть, с какой-то новостью именно и приходит наше новое понимание или осознание собственных возможностей. В чем-то мы их раньше не видели, потому что поставили себя в рамки. Значит, эти барьеры, они завершаются, правда? Посмотрите, перемены. И даже если мы ничего не планировали менять, значит, какие-то события будут на нас воздействовать к переменам. И это очень доброе значение. Перемены со знаком плюс. Давайте идем дальше. Что нам расскажут карты? Радость. Какое-то радостное событие. Новость, известие. У кого-то по части личной жизни такое может быть. У кого-то и по работе. Нам не конкретизируют эти карты. Ну вот смотрите, какие-то перемены, с одной стороны, они уже происходят. То есть есть какая-то сложившаяся обстановка или данность, назовите это так. И это может быть действительно связано с тем, что какие-то внезапности, у вас выпадает колокол. Это может прийти как известие с конкретным человеком, или это мы можем в целом в обстоятельствах услышать, узнать, что вокруг нас что-то меняется, какой-то новый может быть и порядок. Нас по карте или по значению колокол. Где-то это может поначалу ставить в тупик. Но правда тут какая-то перезагрузка. Может быть, своеобразный такой толчок дает нам судьба для того, чтобы мы приняли однозначное какое-то правильное решение, которое ведет к радости. Или завершили какой-то период ожидания. Вот здесь, правда, через какую-то информацию или ваше собственное видение. Может быть, до этого времени вы не размышляли о стечении обстоятельств, или вы не размышляли, почему именно так сложилась в вашей жизни какая-то ситуация. Вот здесь для вас что-то прояснится. И это может быть либо открытие, либо какое-то откровение. Может быть, это то откровение, когда вы сами себе какую-то правду определите и не захотите на что-то закрывать глаза.
Идем дальше, смотрим, что у вас еще совпадает. Вот только что я сказала о том, что может быть, как какие-то метаморфозы и происходят в вашей жизни. Ключ– это всегда открытый путь. Это открытый путь как к новым возможностям. У кого-то это напрямую будет карта говорить о том, что вы собираетесь куда-то переезжать, или до этого времени вы даже об этом не думали. Но, может быть, обстоятельства так складываются, открываются опять же с радостью какой-то. Вы будете как раз больше радоваться, что раньше вы этих возможностей не видели. Теперь все расставлено по своим местам, все точки над «и». Нет каких-то сомнений. Смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу больше совпадений. Ну, наверное, перемены у каждого по-своему будут. Кто-то шел, может быть, к достижениям определенным, и тогда вот эти перемены могут говорить о том, что у вас получится осуществить какой-то свой проект, намерение. По крайней мере, может складываться как раз обстановка. Даже, обратите внимание, колокол, это вы можете слышать какие-то, но, может быть, новости, как я сказала, ставящие в тупик. И это реакция людей, вашего даже окружения, она вот такая может напоминать своеобразный стопор. А вы как раз, мои дорогие стрельцы, увидите в этом какое-то для себя продолжение. Или, может быть, обстоятельства, когда, к примеру, банально на работе какой-то человек увольняется, а вы мечтали об этой должности. Прежде она была занята, и, может быть, какое-то сожаление, может быть, хорошее отношение ваше или даже коллектива к этому человеку, к этой персоне, но тем не менее для вас-то это как раз означает какую-то радость. Для кого-то это может быть как колокол, а для вас это радость и какие-то новые возможности. Правда, сами по себе перемены, поэтому отталкивайтесь от того, чтобы рассмотреть, что вам именно несет какая-то или информация, или те обстоятельства, которые меняются вокруг вас. Давайте узнаем общий фон энергии на январь. Нечего добавить. Карта императрицы – это карта символ нового «я». Это карта благополучия, это карта и достатка, безусловно. Поэтому какие-то важные согласования, правильные, может быть, действия по части финансов, когда, в принципе, это еще и статусная карта, кто-то из вас может и получить эту новую должность. Мои дорогие девочки, девушки, женщины, кто смотрит расклад, это смена вашего статуса. Для кого-то из вас это предложение может быть руки и сердца. Или если это где-то откликается в ваших желаниях и ваших намерениях и по возрасту, это когда вы ждете ребенка, вы можете это тоже узнать. Но для кого-то из вас это, если мы говорим о мужчинах, важная женщина в вашей жизни, может быть и супруга, любимая женщина, или руководитель какого-то научного проекта, может быть и ваша мама. Но, в принципе, смена статуса, и это карта дипломатии. Поэтому каковы энергии, если мы спросили? Ну, договариваться, скорее всего, придется. Или рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Мы уже об этом говорили. Но для вас, даже если кажется внешняя обстановка, она какая-то турбулентная или неоднозначная, с какими-то новостями, то для вас все равно это построение вашего благополучия. Вот и все. Давайте мы узнаем неожиданные события, с чем это может быть связано. Какая-то ситуация у вас может разрешиться из прошлого. Раньше была эта остановка, словно стопор какой-то. Или, может, это касалось как раз отношений, долгих отношений. Вот здесь какая-то может проиграться ситуация, когда вы будете видеть выход из создавшегося положения, как вам действовать. Вам не захочется словно замирать в какой-то
неопределенности или в какой-то паузе. Тут, скорее всего, вам захочется либо буквально драйва, кому-то может захотеться путешествий, кстати, или перемещений. Вы можете задуматься о том, что почему же я какое-то время себе во всем отказывал и словно между этими двумя жезлами ходил. Правда, а здесь какое-то обновление уже следует. Обновление энергии или обновление как пространство, в котором вы находитесь. Может быть, это будет сопряжено действительно с какими-то событиями, которые происходят вокруг вас. Но тогда в конечном итоге это для вас какая-то тоже будет перезагрузка. Вот неожиданности, как новый жизненный этап. Не случайно выпадают часы, и это символ перемен. Что вам нужно знать? Ну, личная жизнь явно не на последнем месте. Вверху аркан императрицы и туз кубков. Что нужно знать? Быть искренним. Может быть, есть то лицо важное или персона, с которым или с которой нужно провести откровенный разговор. Ведь кубок – это символ радости, счастья, эмпатии, любви. Но и две лилии, как две кувшинки, прообраз где-то лилии – это откровенность. Это на чистоту какие-то разговоры глубокие, когда мы проясняем, правильно ли мы, к примеру, понимаем друг друга в партнерских отношениях, пусть это даже личная жизнь. Ведь мы сходимся вместе два разных человека. И пока мы не научимся друг друга понимать, пока мы не научимся смотреть в одном направлении, мы не чувствуем, по сути дела, счастья. Что такое счастье? Это когда нас понимают. Вот какое-то взаимопонимание, любовь, эмпатия, радость у вас, может быть как раз как то, что вам нужно знать. Или, может быть, есть и отношения, которые должны быть продолжены. Может быть и так. Или, если вы длительный период были в одиночестве, мои дорогие, здесь как раз может быть как неожиданное решение. Я ставлю точку на своем одиночестве, и я теперь готов рассмотреть или готова рассмотреть или продумать, как я могу поменять, к примеру, свой социум, расширить круг общения, чтобы больше людей пришло в мою жизнь, чтобы мне, в принципе, было что-то более интересно. Кто-то может задуматься и о путешествии, или просто поехать куда-то отдохнуть. Давайте мы посмотрим, что важно учесть. Любовь, все то, что я сказала. Уж точно не про одиночество нам все эти карты говорят, а про искренние отношения, когда люди понимают друг друга без слов. Либо это в вашей паре уже сложившиеся какие-то добрые события будут, или когда вы с партнером будете в абсолютном взаимопонимании, а для тех, кто один или одна, есть возможность доброй энергии до конца января, когда как судьба вам может помочь встретить партнера. Или, может быть, это начнется что-то с дружбы, или началось у вас недавно, может быть, это тот человек, которого вы еще не успели узнать хорошо. Тогда карты говорят, есть смысл что-то продолжать. Давайте узнаем, в чем риск именно периода второй половины января. Это у нас рыцарь жезлов, а он, кстати, готов к неожиданностям. Это когда вы сами захотите добавить какого-то драйва. Вот его добавлять явно не стоит. Больше карты говорят об осмотрительности, как мы сказали, дипломатии. И если даже что-то новое начинается, или вы сами где-то активизируете обновление своей жизни, то рисковать-то не стоит. Здесь нужно быть где-то готовым к тому, что, да, правда, вокруг вас могут меняться обстоятельства, события, по этой карте даже убыстряться могут. Но, наверное, любой риск свести к нулю. Давайте спросим еще, в чем же риск? Здесь может быть связано с тем, что, к примеру, мои дорогие стрельцы, вам придется куда-то отправиться в какую-то инстанцию. Ведь это карта скорости еще, да, мы можем что-то отложить на потом, и тогда в чем риск? А вот потом мы потеряем какую-то возможность, поэтому вот этот момент учитывайте. У вас выпадает еще аркан колесница, вообще это карта удачи, это какого-то успеха.
но он приходит как раз, когда мы меняем парадигму собственной жизни, когда мы прощаемся с прошлым. Вот, видимо, есть, не случайно вам нулевой аркан, обновление, обновление вашей жизни. Вы можете многие направления, как и свои собственные, в которых вы намеревались, может быть, продвигать свое творчество, какую-то вашу деятельность, может быть, и сферу деятельности кто-то задумает сменить. Или для кого-то это концепция новая по личной жизни, по взаимоотношениям. Вы на что-то тут решитесь. И решитесь именно потому, что в чем-то вы поставите точку. И по этой карте нам даже говорят, не оглядывайся назад. Вот как-то так. Но, может быть, тем не менее, мы идем вперед, да, мы об этом сказали. Но не пронестись на полном скаку, а быть осмотрительным. И вроде бы не терять времени даром, не отказываться от возможностей. Завтра возможностей может не быть. Но, соглашаясь на что-то, или самому куда-то отправляясь, ведь у кого-то будет поездка, переезд или просто какая-то важная дорога. Но быть осмотрительным определенно стоит. Что вас удивит до конца января? С чем это может быть связано? Или с кем? Давайте узнаем. Победа. Победа в каком-то вопросе. Или пусть хоть камни с неба, но значит у вас в этих камнях, это для кого-то может быть камни, но мимо вас как-то они проскакивают, но ваша сильная позиция, она как будто должна быть усилена. Правда, какая-то победа. Или пусть даже что-то меняется вокруг вас, но значит это ваше время пришло, мои дорогие стрельцы, потому что тут какая-то четкая победа. Посмотрите, старший аркан, колесница, когда как раз какой-то успех или первые шаги к успеху и последующая победа. И от чего-то не отказаться. У кого-то это в личной жизни такая победа может быть. Когда вы сумеете договориться или сумеете, может быть, проговорить важные вопросы, сумеете услышать друг друга, ведь это тоже очень важно. Это приносит нам и радость, и счастье, благополучие, все то, что проходит по аркану императрицы. Для кого-то это могут быть достижения, как и на работе, как и в профессиональной деятельности, или в бизнесе, ну или в решении любых иных вопросов. Давайте мы спросим, к чему все идет? К чему вот эти перемены? Вы знаете, они ведут к тому, что вы должны как избавиться от какого-то ментального мусора. Вы должны в первую очередь привести мысли в порядок. У нас медитация показана на карте. Вот к чему идет? Видимо, какая-то перезагрузка внутренняя ваша, вас самих. Она совершенно для вас необходима. Поэтому карта говорит, к чему все идет. Ты должен словно взять, ну, какой-то, может быть, короткий период, у кого-то 15 минут, может быть, хватит, чтобы определиться в каком-то вопросе. Или пересмотреть свои дальнейшие планы с учетом тех событий, которые у вас происходят в январе. Потому что много, в принципе, каких-то будет или новостей, или извещений, или сообщений. Есть и повод для радости, но есть и то, что меняется вокруг вас. И вы не можете это не учитывать. Вам самим себя словно нужно организовать, либо адаптировать к тому, что происходит вокруг вас. Давайте мы достанем карту совет. Что для вас, мои дорогие стрельцы, судьба находит выход. С чем это будет связано? Какой совет нам дадут карты? Король жезлов, карта харизматичного лидера. И это ваш новый статус, это ваши лидерские позиции. Усилить или укрепить вот эту победу, вот эти достижения и поставить какие-то новые перед собой задачи. Опять же, куда-то не торопиться, правда, избавиться, может быть, от того, что вас как в рамки какие-то возвращает. Или это пусть какие-то ненужные мысли, мы ведь сказали с вами, избавиться от ментального мусора. Может быть, и есть эта победа, сначала победа, а потом как будто как внутренняя перезагрузка идет, потому что следующий этап – это как
новые какие-то достижения. Давайте я еще одну карту совет достану. Очень не случайно. Шестерка мечей. Я называю, и карта прописана, пусть не в этой колоде, карта заслуженного успеха. Но мы всегда, как отплываем от прежнего берега, идем к новым каким-то возможностям, к новым берегам. И карта говорит, тебе еще придется какой-то путь пройти, который, ну, как ты будешь исследовать непознанную землю без карты. Или, может быть, потребуется какое-то мужество. Но успех, он, безусловно, придет. Вот опять же, с учетом еще и карты колесница. Для кого-то проиграется, когда будет много путешествий или каких-то дорог, или вам самим захочется драйва. Может быть, по шестерке мечей вам захочется нового вида деятельности, какие-то науки или какое-то ремесло вы можете изучать для того, чтобы работать из любой точки мира. Кто-то заинтересуется всерьез и будет изучать интернет-технологии, может быть, новые технологии, и тогда какой-то успех посредством интернет к вам тоже придет. По шестерке мечей у нас проигрывается пространство, эфир, интернет. Тоже мы можем для себя какие-то новые направления. Или, мои дорогие, успех приходит через интернет. И если вы занимаетесь личным делом, или строите карьеру, или хотите что-то осуществить, кто знает, подумайте, может быть, это ведь карта совет. И есть смысл о себе, как об эксперте, например, или о вашем ремесле или творчестве, о направлении творчества заявить посредством интернет, чтобы о вас узнали больше людей, или стать популярным, мои дорогие. Вот эта карта харизматичного лидера, здесь вы какие-то новые совершенно ставите как и задачи, и карта говорит: заслуженный успех, не бойся идти к новым берегам. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.